В конюшне фельдмер коротко привязал браслета и с размаху со злобой ударил хлыстом. Браслет подбросил зад и ударил копытами в стену. Фельдмер стоял у головы и, не переставая, стегал его. Сенька, сжав кулаки, глядел на экзекуцию. Когда, кончив порку, фельдмер ушел из конюшни, браслет уткнулся головой в угол. Он вздрагивал всем телом, словно ребенок, который устал от долгого плача. От хозяина Рыбкин вышел потный и красный, но сияющий. Лысухин сам проводил его до дверей. «Значит, срок полгода», — еще раз напомнил он. «Раньше пойдет», — пообещал Рыбкин. «Подумай еще раз, не пойдет лошадь, убытки за твой счет. Дело серьезное», — грозил Лысухин. С этого дня, выходя на прогулку, браслет обязательно находил во дворе Пегаша. С каждым днем расстояние между ними сокращалось. Скоро они гуляли бок о бок и, казалось, не замечали друг друга. Пегаш была кроткая лошадь, тихого и ласкового нрава, резвая, трудолюбивая. Выбракованный с завода за масть, пеги лошади раньше выбраковывались с заводов, независимо от качества, Пегаш долго ходил бравой престижной в выездной тройке. Лысухин купил ее в поддужные. Это лошадь, скачущая галопом рядом с рысаком во время работы, чтобы возбудить инстинкт соревнования в рысаке. Теперь Рыбкин переспособил его в товарище браслету. Сквозь открытые двери браслет увидел Пегаша, шагавшего по двору в качалке. Браслет тянулся к приятелю, вытягивал голову и ржал. Сенька сдерживал его, гладил по шее и угощал сахаром. Браслет не заметил, как Рыбкин и старший тихо подкатили сзади качалку и так же тихо запрягли. Рыбкин забрался в качалку и тронул вожжи. С этого дня браслета стали тренировать по утрам на улице. Пускать его на ипподром Рыбкин боялся. Надо, чтобы он совсем забыл, какой он ипподром и есть. Лошадь работу любит, пока ее не перетянут. Другую покорную дурак-наездник просто возьмет и сломает, а другая защищается, бьет задом, хватает зубами и начнет бояться. Каждую лошадь отъездить можно, если только найти подход к ней. Дурных лошадей почти не бывает, а дурных наездников хоть пруд пруди, говорил Рыбкин. Первый приз браслет выиграл легко. Прошло еще 2 года. Браслет-2 стал знаменит. Газеты печатали о нем статьи. Его имя в афишах писалось аршинными буквами. Открытки с его изображениями раскупались быстрее фотографий генералов. Браслет-2 выигрывал состязание за состязанием, и его известность и слава росли. Тренировал и ездил на нем по-прежнему знаменитый наездник, но Сенька из конюшни исчез. Когда в конюшню неожиданно пришел Сенька, браслет вдруг почувствовал, что на груди под шерстью у него зашевелился теплый комок. Он заржал и ткнулся головой в Сенькино плечо. Сенька гладил его, перебирал пальцами между ушей. Браслет поднял голову и недоверчиво уставился на своего друга. На Сеньке была незнакомая серая фуражка с металлической кокардой на околышке. Сенька взял щетку и еще раз вычистил браслета. Потом обнял его за шею и припал головой к голове. Теплая капля упала браслету на губу. Он попробовал. Капля имела приятный солоноватый вкус. Жеребец вытянул губы, но капель больше не было, и он обиженно дернул головой. Тогда Сенька как-то странно шмыгнул носом и выскочил из денника. Больше браслет его не видел. Однажды больше половины конюхов не явилось на работу. Весь день в городе стреляли. Против денника браслета в коридоре стоял большой пустой ларь. Рыбкин перетащил из сарайчика и сыпал в него весь запас овса. Сверху он покрыл ларь попоной и устроил себе очень хорошее мягкое ложе. Ларь был почти полон, и ложе Рыбкина торчало сверху, как гнездо гигантской птицы. Он совсем переселился в конюшню и перенес туда все несложное свое имущество. С браслетом он старался не расставаться даже на час. На ночь он забирался в ларь, набросив сверху на себя полдесятка попон.
Город в эти годы замирал с темноты. После 9 на неосвещенных улицах редко можно было встретить человека. Рыбкин тренировал браслеты ежедневно. Жеребец был в хорошем состоянии, овса и сена он получал теперь мало, но все же достаточно, чтобы не похудеть при легкой работе. Постепенно исчезли из конюшни уздечки, недоустки, попоны, удила, седелки. Больше обменять на овес было нечего. Рано утром кто-то громко застучал в дверь конюшни. Рыбкин вздрогнул и остался сидеть. «Эй, старик, вставай! Будет спать!» Рыбкин поднялся и, двигаясь как автомат, снял со стены роскошную выводную уздечку. Эту уздечку на браслеты надевали только тогда, когда выводили его к трибуне в день розыгрыша большого приза. В день в дверь опять застучали. Рыбкин взял повод и повел браслета к выходу. На пороге стоял высокий человек, почти мальчик. Заячья шапка с ушами закрывала половину правильного красивого лица. Клок черных волос лихо выглядывал из-под шапки. «Ну, детко, показывай своего одра», — весело сказал гость. Рыбкин вывел браслета во двор. Браслет шел, красуясь и приплясывая, как на выводке. У гостя широко открылись глаза. Он обежал несколько раз вокруг лошади и почесал за ухом. «С виду товар ничего не скажешь. Ну а порча у него в чем?» «Нет у него порчи», — первый раз открыл рот Рыбкин. «Не мути, детко! Кто же такую лошадь даром отдаст, если она без порчи?» «Порчи у него нет, а жеребец не мой. Берег я его для бега или на конный завод думал сохранить. Кровь у него знаменитая и порода редкая. Чужого коня продавать не буду. Бери даром и храни. Корм у меня вышел. Видишь, отощал он», — монотонно объяснил Рыбкин. «У нас кормят хорошо, не беспокойся», — сказал гость. «Знаю, потому и пришел к вам», — ответ Рыбкина. «Ну, трогай», — и он передал гостю повод. «Спасибо тебе, детко, от рабочей крестьянской власти. Лошади нам теперь очень нужны», — сказал гость с чувством. «Ладно, ладно, трогай, не прохлаждайся», — сердясь торопил Рыбкин. Гость взял повод и повел браслета к выходу. Ворота еще с вечера были отперты, и грозное предупреждение коменданта снято. Уже на улице их догнал запыхавшийся Рыбкин. «Подожди!» — крикнул он. Гость остановил браслета. Рыбкин опустил руку в глубокий карман брюк и извлек на свет сверток. В большой газетный лист был завернут крохотный кусочек черного хлеба, дневной паек Рыбкина. Старик сунул хлеб браслету и пошел назад, не оглядываясь. Гость тронул повод. Браслет торопливо проглотил хлеб. Через несколько шагов браслет оглянулся. В просвете широко открытых ворот, как в огромной раме, стоял маленький человек. Он стоял не шевелясь и опустив руки. Усы неподвижно свесились к низу, как крылья замершего на лету воробья. На кончиках крыльев застыло по крупной ледяной горошине. Браслет тихонько заржал. Гость потянул за повод и, тряхнув головой, жеребец послушно пошел за ним следом. Браслета поставили в огромную конюшню на 50 денников. В тот же день его перековали на толстые городские подковы. Кузнец с издевкой вертел в руках и гнул старые беговые подковы, тонкие металлические пластинки с желобом внутри. Новые подковы первое время лишним грузом висели на ногах, но скоро браслет к ним привык. К вечеру в конюшню стали возвращаться лошади. Браслет 4 месяца не видел ни одной лошади. Близость их волновала и радовала. Он громко ржал и, задрав голову, гоголем ходил по деннику. Лошади не обращали на браслета внимания. Они набрасывались на корм, подтягивали и расправляли уставшие за день мускулы. Жильцом соседнего денника оказался огромный бурый брабансон. Брабансон – это лошадь из породы тяжеловозов. Митька – гордость всей конюшни. Это был толстый жеребец на коротких ногах, с толстой шеей и с маленькими злыми глазами на мясистой голове. Жеребцы сразу же захотели познакомиться. Уткнув головы в решетку, они долго обнюхивали друг друга и с храпом втягивали воздух.
Потом одновременно прижали к затылку уши и, оглушительно взвизгнув, изо всей силы заколотили копытами по перегородкам. Война была объявлена. Браслета запрягли в тяжелые ломовые сани. Федька тронул вожжи. Жеребец рванул вперед и разом остановился. Хомут и оглобли сползли к ушам. Браслет закинулся, затанцевал на месте и не хотел идти. Федька больно стегнул его ремнем под живот. Тогда он, как ошпаренный, вылетел на улицу. Обида и раздражение напрягли мускулы и затуманили голову. Выкатив невидящие помутневшие глаза, он понес, не разбирая дороги. Тяжелые ломовые сани летели за взбесившейся лошадью, почти не касаясь земли. Ухватившись руками за дно саней, плашмя лежал Палкин. Федька уперся ногами в передок и повис на вожжах. Удила разорвали браслету рот. Лошадь отупела от ярости и не чувствовала боли. Браслет 2 – лучший рысак ипподрома, не знавший сбоев, потомок рысаков-рекордистов Старого и Нового Света, для которых рысь стала естественным аллюром, неся галопом, огромными скачками поглощая пространство. Заскочив в тупик, браслет с полного хода ударился о деревянный забор и рухнул вместе с ним на землю. К нему подбежал Палкин и Федька и помогли подняться. Он стоял покрытый пеной и тяжело шумно дышал. С опущенной головой покорно поплелся браслет за возчиками. Поравнявшись с осколками саней, Палкин сказал Федьке: «Дешево отделались, другой раз дуракам наука, надо его из-под воль приучать, он, может, никогда и хомута не видел». «С таким злодеем и повозиться не грех», — потирая разбитую скулу и припухший глаз, ответил Федька. Он уже влюбленными глазами смотрел на браслета. «А как звать его?» — спросил он. «Забыл спросить», — огорчился Палкин. «Ну тогда назовем злодеем». «Ладно», — согласился Палкин. Так браслет 2 переменил имя отца на имя матери. Через день его опять запрягли в сани. Федька осторожно тронул вожжи, и злодей спокойно пошел за другими лошадьми. Со стороны казалось, что он всю жизнь ходил в хомуте и таскал за собой тяжелые сани. В тот день возили дрова. Федька с злодеем занял место у штабелей. Возчики, предвкушая близкий розыгрыш, не спускали с него глаз. Федька медлил. Он ломал голову, придумывая способ, как незаметно скинуть немного дров. Злодей, не дожидаясь посыла, сам шагнул за лошадьми. Легко ступая, он быстро догнал последнюю лошадь. За 5 лет жизни он первый раз тащил такой груз. До этого он знал только тяжесть обязательных на ипподроме 6 пудов. Трехлетняя тренировка накопила ему железную мускулатуру. Тяжелые многопудовые сани он тащил весело и даже легко. По сравнению с призовой борьбой, эта работа не была для него тяжелой. Злодей уверенно шагал по дороге. Он шел широким размашистым шагом рысака, и поспеть за ним можно было только бегом. Федька забрался наверх высокого воза и орлом смотрел на товарищей. Снег в конце марта становился мокрым и пристает к полозьям. Дорога чернеет и безнадежно портится. Конец марта – тяжелое время для лошадей. Злодей быстро втянулся в новую работу. За 1,5 года в обозе злодей огрубел и стал шире и медлительнее. Фаворит ипподрома браслет 2 превратился в хорошую обозную лошадь. Он знал теперь свое обозное ремесло так же хорошо, как когда-то сложное искусство ипподрома. Давно признали уже, что другой равной ему лошади в обозе нет. Выносливость, сила и кроткий нрав сделали злодея любимцем всего обоза. Теперь и злодей, и Митька тянули тяжелые повозки, груженные снарядами. До батареи оставалось 2 версты открытого пространства. Колеса по ступицу уходили в липкую грязь. «Ну-ну, браток, не выдай, скоро отдохнем», — подбадривал его Федор. Вдруг злодей, оглушенный и осыпанный землей, споткнулся и зарылся головой в грязь. С трудом удержался он на коленях и не свалился на бок. Никто его не понукал и не помогал встать. Удила безжизненно лежали во рту. Злодей с трудом поднялся сам и оглянулся назад. Сиденье пустовало, но на земле у самых своих ног он увидел Федора. Он лежал, раскинув руки, и не двигался. Злодей обрадовался передышке и спокойно стоял, наслаждаясь отдыхом. Федька продолжал лежать лицом в луже, которая за это время из серой стала красной. Злодей осторожно попятился назад
и, наклонив голову, обнюхал Федьку. Неожиданно в нос ударил терпкий и противный запах. За последние дни этот запах встречался злодею не раз. Он захрапел и бросился в сторону, дрожа каждой своей шерстинкой. Кося глазом и храпя, злодей далеко обошел Федьку и понесся по дороге, вздрагивая и поминутно оглядываясь назад. Снаряды подоспели как раз вовремя. Измученного и отощавшего злодея Палкин разыскал только через 2 дня и повел его в обоз. Жеребец плелся за Палкиным, спотыкаясь на каждом шагу, как слепой. В обозе ему дали овса, он ткнулся в овес губами, набрал полный рот, но разжевать крепкие зерна не мог. «Ничего, пройдет», — решили обозники. В тот же день обоз возвращался в Петроград. На рассвете тронулись в путь. Злодей, опустив голову, шел в хвосте, привязанный к последней повозке. Проехали верст 10. «Остановись!» – закричали сзади. Обоз остановился. На мерзлой земле, вытянув ноги, лежал злодей. Возчики, столпившись вокруг, стояли молча, не решаясь сказать последнее слово. Злодей, гордость и украшение обоза, лежал, вытянув ноги и откинув голову, и даже не пытался подняться. Глаза у него были закрыты, и только чуть-чуть шевелились губы, пропуская тихое и ровное дыхание. «Может, поднимется еще?» – сказал один. «Ну, вставай!» – дернул он его за уздечку. Злодей открыл глаза и равнодушно, словно недоумевая, зачем к нему пристают, глянул на людей и снова закрыл их. «Ненадолго пережил Федьку», – сказал кто-то. «Как же с ним быть?» – спросил Палкин. «Пристрелить или пускай уж сам?» «Если бы знать, что скоро, лучше бы оставить», – посоветовали обозники. Загромыхали колеса. К толпе подъехал на Митьке Чуркин. «А ну, посторонись!» – сказал он. «Ты что?» – удивился Палкин. «А ты что?» – спросил Чуркин. Митька наклонил голову и обнюхал врага без всякой злобы. «Клади на воз!» – приказал Чуркин. Возчик, словно обрадовавшись, что развязка откладывается, быстро положили злодея на телегу. «Ни к чему это!» – сказал Палкин. «Покойник он!» «Молод ты, горяч больно! Таким бросаться скоро побросаешься. А может, 40 лет я с конями прожил, а такого впервые встретил. Попытка, говорят, не пытка», – заключил Чуркин. Злодей выжил. Он болел всю зиму, но к весне уже твердо стоял на ногах. В мае его первый раз запрягли в легкую коляску. Он пошел хорошей размашистой рысью, но прежнего сердца в нем уже не было. В обозе решили, что он еще не вошел в полную силу после болезни, но проходили недели, месяцы, а злодей не менялся. Теперь это была обыкновенная хорошая лошадь, каких много. В этой умной могучей машине подменили самую существенную часть ее – горячее сердце наследственного рекордиста и чемпиона. Злодей пережил свою славу и продолжал существовать. Его приспособили к пролетке. Как экипажная городская лошадь, он был еще хорош. Бегал он без огонька, но на хорошем ходу и отличался послушным характером. В конце лета сменили заведующего конюшней. Перед работой он обходил денники. Увидев, как новый заведующий осматривает и ощупывает лошадей, в конюшне решили, что хотя он и молод, но в лошадях разбирается. Заведующий остановился в дверях и стал насвистывать двухнотную мелодию. Звонкое ржание и удары копыт по перегородке раздались в другом конце конюшни. Митька и заведующий прислушались. Где-то ржала и колотила копытами лошадь. Новый заведующий в сопровождении конюхов и возчиков побежал на другой конец конюшни. Раздув хвост, по деннику носился чем-то сильно встревоженный и возбужденный злодей. Заведующий отмахнулся, вошел в денник и засвистел. Злодей подбежал к нему и ткнулся мордой в плечо. Злодей тыкался мордой в плечо гостю. Заведующий что-то вспомнил и пощупал загривок. С двух сторон у загривка разместились 2 шрама. Чуркин подошел к нему и спросил: «Как звать тебя, товарищ?» «Мочалкин Семен Григорьевич». С появлением Сеньки в конюшне жизнь злодея резко изменилась. Он получил длительный отдых. Только месяца через 1,5 его начали запрягать в легкий двухколесный шарабанчик и проминать по улице по получасу в день. Злодей стал оживать. Так прошла зима. Ранней весной Сенька в двухколесном шарабанчик свернул с Зенигородский в широкий тупик Николаевской улицы. Тупик был тих,
На оттаившейся мостовой мальчишки играли в лапту. У подъезда двухэтажного дома с зеленой остроконечной крышей и лошадиным барельефом на карнизе стояла одинокая извозничья пролетка. Слева в открытые деревянные ворота с резными лошадиными головами наверху виднелся широкий двор. Во дворе по кругу водили лошадей. Как только свернули в тупик, злодей заволновался. Он ржал, рыл копытами землю и прошел в ворота, танцуя, как на цирковой арене. К Сеньке подошел высокий бритый человек. Он прищурил глаза и стал внимательно рассматривать злодея. «Вы это о нем говорили?» Сенька кивнул головой. Рука его, держащая недоуздок, сильно и беспрерывно вздрагивала. «Очень трудно представить, что это лошадь браслет второй. Я бы даже думал, что этому почти невозможно верить». «Но я знаю, наверное. Он родился при мне, вырос на моих глазах», — горячился Сенька, — «и узнал меня сразу». «Да-да, я не спорю. Но только я должен еще заметить, что он в таком случае очень сильно изменился». «Я же вам рассказывал». Как же, помню. Действительно интересная история, перебил Высокий. «Иван Николаевич, можно вас попросить на минуточку к нам?» Позвал он проходившего мимо пожилого плотного человека. Это был один из старых известных наездников. Он в свое время хорошо знал Браслета-2. «Присмотритесь, вам не знакома эта лошадь? Вот молодой человек утверждает, что она до революции бегала на ипподроме». Наездник долго всматривался в лошадь и медлил с ответом. Сенька ждал, затаив дыхание. «Не могу припомнить», — произнес наконец свой приговор наездник. «Издали точно она показалась мне очень знакомой. Я, признаться, даже нарочно прошел мимо, но, кажется, ошибся». «А я подумал, вдруг это браслет второй», — сказал нерешительно Высокий. Наездник решил, что начальство шутит, и поддержал шутку. «Да-да, общего много, масть». «Вот вы мне не верите, а я вам чем хотите клянусь, что это браслет второй», — взмолился Сенька. «Да я не спорю», — успокаивал Высокий. «Но допустите на минутку, что мы с вами сейчас объявим, что это лошадь браслет второй. Даже допустите на минуту, что вам удастся убедить в этом администрацию ипподрома. Но ведь нельзя забывать, что браслет второй имел один из самых высоких рекордов. А кто знает, как теперь побежит эта лошадь? А если не побежит? Ну а кто решится послать сомнительную лошадь на завод производителям? Неужели вы не согласны со мной?» Сенька понимал, что собеседник прав. На Петроградском ипподроме им не было соперников. Ждали еще одного гастролера-рекордиста. По городу расклеили полотнища афиш с бешено несущимися лошадьми. Третий гастролер не приехал. Поговаривали даже об отмене выступлений. Но за 3 дня до бегов выяснилось, что третьим пойдет злодей. В день состязания трибуна наполнилась еще до первого заезда, хотя встреча злодея с гастролерами была назначена в одном из последних. Завсегдатаи и спортсмены разбились на группы и, грудью наседая друг на друга, взвешивали шансы предстоящей борьбы. Ударил колокол. Гастролеры приняли с полного хода. На минуту замявшийся злодей отстал. Сенька растерялся и резко послал его вперед. Злодей не выдержал такого посыла, сбился и заскакал, но Сенька взял его на вожжи, и он быстро перешел на рысь. Сенька наклонился вперед. Руки у Сеньки спокойны, только носок сапога нервно стучит и давит стремя. Передние идут рядом. Серый занял ленточку. Выходит на первую прямую. Могучим рывком вылетает злодей из-за поворота. В конце первой прямой он уже идет в спину наезднику в желтом камзоле. Маленький, похожий на индуса наездник, все время чувствует на затылке горячее дыхание злодея. Наездник злится и нервничает. Серый не хочет отдать ленточки и тоже нажимает сильнее. Лошади идут на предельной резвости, но тяжеловоз не отстает ни на шаг. По-прежнему щекочет затылок и ухо наезднику его горячее и ровное дыхание. Сквозь топот копыт и храп лошадей доносится до наездников гул толпы. Сенька чуть-чуть тянет правую вожжу, и злодей, набирая вправо, вылетает вперед. Сильнее сопротивление воздуха. Ниже, к самому хвосту лошади, наклоняется Сенька. Несколько секунд 3 лошади идут рядом, ухо в ухо. Последний поворот, последние 400 метров. Рыжая кобыла на глазах у публики превратилась в гнедую. На сером жеребце большими белыми комьями повисло мыло. Свистнул, разрезая воздух, хлыст.
Кобыла рванула вперед, но больше нет запаса, и она скачет. На прямой рядом два жеребца. У серого раскидистый частый мах, дыхание тяжелое, с хрипом. Злодей чувствует серьезного соперника. Большие черные глаза его от напряжения и ярости стали еще больше и наливаются кровью. Распластавшись над землей, гнедой жеребец летит вперед. Кажется, что все 4 ноги его не касаются земли, и все 4 подковы одновременно мелькают в воздухе. Вытянув голову и раскинув широкий трубой хвост, жеребец плывет над поверхностью. Он похож на гигантских размеров белку. Ни одного лишнего движения, почти механическая сила и отчетливость хода. До призового столба еще метров 50, а трибуны уже гремят аплодисментами.